Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня я хочу опять вернуться вот к этому узору, который был использован на моделях Брунелло Кучинелли в 2025 году. Там есть и жакет связан, и жилетик связан этим узором. Но почему я хочу вернуться опять к этому узору? Я уже делала видео, у меня есть на канале. Дело в том, что многие из вас спрашивают, а как вязать этот узор по кругу? И я попыталась разобраться с этим, и теперь хочу с вами поделиться. Вот смотрите, у меня два образца. Вот этот образец связан поворотным вязанием, а вот этот образец связан по кругу. Вот можно видеть, что это все у меня по кругу, да? И вот посмотрите, мне кажется, разницы абсолютно нету. Поэтому я связала вот эти образцы, и теперь хочу с вами тоже поделиться для тех, кому интересно, кто хочет вязать какое-то изделие по кругу, может использовать тоже вот этот узор. Итак, сейчас я немножко напомню, в чем у нас дело, да. Вот смотрите, вот этот узор, который вяжется поворотным вязанием, вот его схема. Значит, раппорт узора 10 петель. И вяжется 4 ряда по высоте. Значит, здесь понятно обозначение: 2 лицевой вместе с наклоном вправо, 2 лицевой вместе с наклоном влево и накид. Это изнаночные петли, эти лицевые. Значит, первый ряд, как при поворотном, так и по кругу, будет вязаться одинаково. То есть мы будем вязать 3 лицевых, 7 изнаночных. Вот смотрите, здесь я не буду вам показывать, да, здесь понятно. Первый ряд вяжется также 3 лицевых, 7 изнаночных. И здесь мы тоже, вот я сейчас начну вязать по кругу, чтобы вам показать именно, как вяжется по кругу. Значит, вот мы начинаем наш узор, и мы вяжем 3 лицевых, первый ряд, и 7 изнаночных. Это первый ряд нашего раппорта. Я сейчас довяжу самостоятельно. Вот я уже пропустила. Значит, надо следить: 3 лицевых, 7 изнаночных. Опять 3 лицевых, 7 изнаночных. Значит, я сейчас довяжу этот ряд по кругу до конца, и мы с вами перейдем ко второму ряду раппорта. Я покажу, что надо делать во втором ряду. Ну вот, я провязала первый ряд, причем провязала и на одном образце, и на другом образце. Значит, теперь при поворотном вязании мы вот этот образец мы разворачиваем, поворачиваем, и у нас идет второй ряд нашего раппорта. И смотрите, я просто один раппорт напомню, чтобы было понятно, о чем речь идет. Вот смотрите, наш второй ряд. И мы смотрим, мы вяжем кромочную, мы, естественно, снимаем, и потом мы вяжем лицевая, изнаночная, лицевая. Это вот эта наша полосочка из 3 петель. И вот почему посередине изнаночная, потому что с лицевой стороны она должна быть лицевой. И дальше мы смотрим: 2 лицевой вместе с наклоном вправо, накид, опять 2 лицевой вместе с наклоном вправо, накид, потом идет у нас 1 петля посерединке. Мы ее вяжем лицевой, потом делаем накид и 2 петли с наклоном влево вместе. И дальше у нас опять идет наши 3 петельки: лицевая, изнаночная, лицевая. Так, что происходит у нас при вязании по кругу? Я сначала тоже думала, как бы это все связать, потому что здесь надо вязать все изнаночными петлями, но так как мы вяжем при поворотном вязании, когда мы вязали, да, вы помните, мы эти петли здесь мы вязали нормально, так как классика, тот, кто вяжет классикой, а вот последнюю пару нам приходилось менять стенки лицевых петель, чтобы хорошо, красиво легло. И я думаю, как же сделать это при изнаночных петлях? Пробовала и так, и сяк, и сяк, а потом решила попробовать не заморачиваться, просто вязать изнаночные петли. И вот видите, результат, все, что у меня получилось, ну, условно, 1 в 1. Поэтому я пыталась нарисовать тоже такую схемку, как мы делаем по кругу. И сейчас мы попробуем с вами связать один раппорт по кругу. Я вам покажу второй и потом еще 4-й ряд. Значит, как легко запомнить. Вот я для себя тоже вот этот узор, когда вы вяжете, все время смотреть в схему, как бы сложно. Вот вы запомните, вот скажем, в первом ряду сначала делаете 2 раза по парам, пара,
и делаете накиды. Потом между этими двумя парами делаете петлю. В данном случае это будет изнаночная. И потом делаете накид и еще одну пару. В следующем ряду, в четвертом, у вас получается наоборот. Вы делаете сначала одну пару накид, потом между ними петелька и потом 2 пары. И когда я вяжу вот узор такой я вязала, я просто для себя делаю 2, 1, 2, 1. Это значит, что в первом ряду я 2 пары делаю сначала, потом делаю только одну пару, и между ними петля и 2 пары. То есть 2, 1, 2, 1. Так мне было легче запомнить. Но вы смотрите сами. И значит, давайте я вам покажу, как мы вяжем. Значит, сейчас вот этот второй ряд. Так, смотрим. Значит, у нас идет кромочную, здесь не присутствует. Значит, первые 3 петли мы вяжем вот эту косичку из 3 петель. Получается, здесь у меня изнаночная, лицевая и изнаночная, да? То, что вот здесь лицевая идет посередине все время, а рядом они меняются. То лицевая, то изнаночная. И дальше я смотрю. Мы вяжем 2 петли вместе изнаночной. Просто вот как вы вяжете, так и вяжете. 2 петли вместе. Делайте накид. Потом опять 2 петли вместе и делайте накид. Вот мы провязали 2 наших пары. Потом я сказала, между парами я делаю одну петельку изнаночную, потом делаю накид, и у меня 1 пара еще остается. Все. Вот мы раппорт закончили. Здесь ничего сложного нету, да? Значит, еще раз покажу. Вяжем изнаночную, лицевую, изнаночную. Потом 2 петли вместе изнаночной, накид, еще 2 петли вместе изнаночной, накид, потом просто изнаночную одинарную, делаю накид и вяжу опять 2 изнаночных вместе. Все, вот это раппорт закончился. Значит, сейчас я довяжу вот этот второй ряд до конца, провяжу 3-й ряд. 3-й ряд вяжется так же, как и при поворотном вязании, естественно. 3 лицевых, 7 изнаночных, 3 лицевых, 7 изнаночных. И потом в 4-м ряду мы опять с вами встретимся. Вот я провязала 3-й ряд, а сейчас мы 4-й ряд попробуем провязать по кругу, да? Значит, смотрим. Мы вяжем первые 3 петельки, значит, изнаночная, лицевая, изнаночная. И потом смотрим. У нас теперь только 1 пара. Значит, мы 1 пару вяжем 2 вместе изнаночной, делаем накид. Потом у нас идет просто изнаночная между. И теперь у нас 2 пары. Накид, 1 пара, накид и 2 пара. Все, мы раппорт провязали. Опять подошли к этой косичке. Вяжем ее изнаночная, лицевая, изнаночная. И опять 1 пара вместе, накид. Потом просто изнаночная, накид и 2 пары. 1, накид и 2. Все. И опять мы подошли к этой косичке. Ну, это уже начался у меня следующий раппорт, так как по кругу я вяжу, да. Вот и все. Вот и вся премудрость вот этого узора. Оказалось, все не так сложно, да, как казалось бы с самого начала. Единственное, что вы понимаете, если вы вяжете по кругу, вам 3 петли для симметрии вот дополнительно набирать не надо. Вот как здесь, видите, как бы раппорт, и потом идет 3 для симметрии петли. Их не нужно вам будет. Вот, а все остальное оказалось все легко и просто. Значит, кто хочет посмотреть полностью мастер-класс вот по этому первому моему варианту, да, вязанию по поворотному вязанию, вот этот весь узор, я оставлю ссылку в описании. А сегодня был упор на то, чтобы показать, как вязать этот узор по кругу. Вот на сегодня все, что я хотела вам рассказать. До новых встреч. С вами была Светлана.